Добрый день. Примерно 15-20% людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, переносят ее в тяжелой и критической форме. У таких пациентов существенно снижается дыхательная функция, наблюдается слабость дыхательных мышц и диафрагмы. Причин возникновения таких нарушений несколько. Это нахождение пациентов в положении лежа, отсутствие у них физической активности, но наиболее явной причиной является нахождение на ИВЛ. При искусственной вентиляции легких собственная дыхательная мускулатура не задействована, и, следовательно, происходит ее быстрая атрофия. Этим пациентам показана респираторная реабилитация, способная смягчить последствия болезни и повлиять на качество жизни в будущем. Для целей подобной реабилитации мы предлагаем использовать периферическую магнитную стимуляцию – безболезненный и атравматичный метод восстановления мышечной активности. В августе 2020 года на базе медицинского центра Решма с поддержкой компании Нейрософт было инициировано исследование, направленное на изучение безопасности и эффективности применения периферической магнитной стимуляции для реабилитации дыхательных функций у таких пациентов. Промежуточные результаты уже позволяют сделать вывод, что периферическая магнитная стимуляция может считаться видом физической тренировки, которая повышает общую физическую выносливость организма и толерантность к физической нагрузке. Наиболее физиологичным при данной патологии является двухсторонняя синхронная стимуляция как межреберных мышц, так и диафрагмы. При данном виде стимуляции индуктор размещается ниже угла лопатки, таким образом, чтобы нижний его край немного заходил за нижний край 12-го ребра. Приблизительно вот таким образом. Второй индуктор размещается симметрично. Таким образом осуществляется стимуляция межреберных мышц с обеих сторон, также стимуляция диафрагмы. Оптимальной частотой для сокращения дыхательных мышц является частота 20 Гц. Стимуляция осуществляется исключительно в момент вдоха. В момент выдоха стимуляция осуществляться не будет. Именно поэтому важно индивидуально подбирать для каждого пациента длительность периода стимуляции и паузы. Данный параметр зависит от индивидуальной частоты дыхания пациента. Частота дыхания нашего пациента составляет 16-18 дыханий в минуту. Вот почему мы выбираем длительность периода стимуляции, равная 3 секундам, что составляет большую часть вдоха, и длительность паузы между периодами стимуляции, равная 4 секундам. Стандартная длительность процедуры стимуляции составляет 20 минут. Последним индивидуально подбираемым параметром является амплитуда стимуляции. В среднем она составляет от 20 до 33% от мощности магнитного стимулятора. Амплитуда стимуляции должна быть достаточной для сокращения целевых мышц и комфортно переноситься пациентом. Перед проведением процедуры необходимо проинструктировать пациента о том, что вдох должен приходиться на время стимуляции, а выдох – на период паузы. Именно таким образом достигается синергия между внешним воздействием магнитной стимуляции и внутренними усилиями пациента. Расположив руку на ребрах пациента, можно объективно оценить степень сокращения диафрагмы. По отзывам пациентов, процедура магнитной стимуляции переносится достаточно хорошо. После нее наблюдается эффект дыхания полной грудью и улучшение отхождения мокроты. Принцип действия магнитной стимуляции заключается в следующем. Каждый раз, когда магнитный стимулятор генерирует импульс, сквозь стимуляционную катушку протекает ток большой интенсивности. Этот ток создает вокруг электромагнитное поле импульсное, которое способно свободно проникать в тело пациента сквозь одежду, кожу, кости и индуцировать в нем электрический ток. По сути, магнитная стимуляция является аналогом электростимуляции. Но в отличие от электростимуляции, магнитная стимуляция является безболезненным и не требует какой-то специальной подготовки пациента. Она является неинвазивной. Электрический ток, создаваемый в теле пациента, способен воздействовать на нервные структуры, а также на мышцы, вызывая их сокращение. Например, это можно продемонстрировать на стимуляции руки, когда в момент стимула мы видим сокращение мышц кисти. Используя магнитную стимуляцию, мы можем воздействовать на межреберные мышцы и диафрагму. Наиболее физиологично будет осуществлять стимуляцию с двух сторон. Для этого мы используем 2 магнитных стимулятора и 2 индуктора, которые располагаются симметрично. Терапевтическое воздействие осуществляется на высокой частоте стимуляции 20 Гц. Чтобы избежать перегрева индуктора, мы используем охлаждаемую версию индукторов, которые подключаются к блоку охлаждения. Кроме симметричного расположения индукторов на теле пациента, также важна и синхронная работа, чтобы стимуляция
подавалась синхронно через оба индуктора. Для этого мы синхронизировали между собой два блока стимуляции, и теперь параметры стимуляции можно задать только на одном блоке и запустить только с одного блока. При этом стимуляция осуществляется синхронно. Наша система состоит из двух основных блоков NeuroMSD. К этим стимуляторам подключено два охлаждаемых индуктора. И мы предлагаем использовать только один блок охлаждения. Его достаточно в конкретном применении. Чтобы подключить два индуктора к одному блоку охлаждения, используется специальный гидравлический адаптер для последовательного соединения гидравлической системы. А для размещения индуктора над областью стимуляции мы предлагаем использовать специальный кронштейн, который обеспечивает легкое перемещение, позиционирование и надежную фиксацию над зоной стимуляции. Всю систему мы расположили на мобильной тележке, которая позволяет достаточно легко перемещать систему внутри помещения или между различными комнатами. Мы продолжаем работу над системой и исследование безопасности и эффективности применения периферической магнитной стимуляции в борьбе с последствиями ковид-ассоциированной пневмонии. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации и, конечно же, берегите себя.